Привет подписчикам и гостям канала Travelin.rf. Решил разбавить выходящие на канале видео об Адыгее роликами о курортах Ставропольского края, так как имел удовольствие туда съездить в середине января. За короткое время, которым я располагал, я посетил Кисловодск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные воды. В общем, скажу, мне там понравилось. Есть, конечно, свои нюансы. Это Россия! Но в целом это хорошие места для отдыха. Начну свой обзор из города, в который я больше всего хочу вернуться еще один раз. Это город Железноводск. И сейчас вы, возможно, меня поймете. Поэтому приятного вам просмотра. Да, прямо сейчас оформите подписку на мой канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео об Ставропольском крае и Республике Адыгея. Ну все, начинаю. Сразу же хочу сделать ремарочку. Обратите внимание, как в Железноводске снежно. В будущем, когда вы посмотрите видео о Кисловодске и Ессентуках, вы увидите, что там снега не было совсем. Хотя эти города находятся между друг другом достаточно на близком расстоянии. Кисловодск и Железноводск разделяют всего 52 километра, а разница в природных условиях очень примечательная. Да, кстати, я в данный момент нахожусь уже на высоте 648 метров. Хотя вроде ни на какие горы, казалось бы, пока не залезал. А вот впереди уже видна местная достопримечательность – гора Железная. Вот ее высота составляет 853 метра. Для сравнения, максимальная высота горы в Геленджике, на которую можно реально подняться, всего 650 метров. А я подхожу, можно сказать, к большому кусту с основными достопримечательностями Железноводска. И это место в первую очередь стоит посетить на данном курорте. Да, в Железноводске есть еще один парк, расположенный в другом конце города, посвященный режиссеру Станиславу Говорухину, но о нем я расскажу чуть позже. Так вот, я постепенно подхожу к подножию горы Железная. Это территория курортного парка. Вот конкретно сюда я зашел с улицы Чайковского, и это не единственное место, через которое можно попасть в парк. Поэтому у вас есть еще варианты. Но я не пожалел, что подошел с данного входа. Как я уже сказал, именно здесь вы увидите основные достопримечательности города, поэтому предлагаю все осмотреть по порядку. Основное достояние Железноводска, как и Кисловодска и Ессентуков, это, конечно, минеральные источники. Поэтому по дороге вам встретится несколько бюветов, в которых вы абсолютно бесплатно сможете набрать минеральную воду, что, конечно, очень здорово. Так, давайте по порядку. Сначала я увидел славянский источник, расположенный в павильоне, украшенном куполом и коринфскими колоннами. Для подачи минеральной воды он используется с 1914 года. Температура воды в источнике одна из самых высоких, порядка 55 градусов. Ее используют для лечебного питья и оздоровительных ванн. Она применяется в лечении органов желудочно-кишечного тракта и печени. Вода в источник поступает из двух подземных скважин глубиной 300 метров. Как видите, желающих набрать воду тут много, а если у вас нет своей тары, то здесь ее можно приобрести. Далее я посетил Смирновский источник, расположенный рядом с фонтаном с бюветницами. Напомню, это символ города, но по понятной причине фонтан не работает. Смирновский бювет благоустроен аж в 1880 году. До этого источник представлял собой небольшой родник с горячей водой, богатой минералами, которые местные жители называли Грязнушка. Сейчас питьевая галерея оформлена двумя павильонами, соединенными анфиладой со скульптурным разноцветным панно. Помимо кранов с лечебной водой в павильонах есть магазин с сувенирами и кружками. Также на территории парка, правда в некотором отдалении от других бюветов, рядом с уютным сквером Лермонтова, находится Лермонтовский бювет, возведенный в 1916 году. Это стеклянная ротонда бело-голубого цвета с 4 кранами. Вода в бювет подается из источника номер 69, расположенного на склоне горы Железная на высоте 500 метров. Вода здесь отличается приятным вкусом и полезным химическим составом. Считается, что она помогает в лечении болезней эндокринной и мочеполовых систем. Ввиду условной отдаленности источника от центральной части парка в бювете было безлюдно. На территории парка живет множество животных, собак и кошек, которые не против получить угощение от гостей парка. Есть даже вот такой котейка. Курортный кот называется. Определенно точно, в парке вам бросится в глаза Пушкинская галерея, расположенная в центральной его части.
Галерея считается визитной карточкой и символом Железноводска. Здание выполнено из стекла и металлических конструкций, украшено изящным куполом. Построено оно по проекту архитектора из Польши Стефана Шиллера в 1902 году. Внутренние интерьеры оформлял художник Иван Крылов. В залах галереи проводят выставки, концерты, спектакли, творческие встречи. В день моего посещения проходила выставка местных художников, картины которых предназначались для продажи. Стоимость входа составляла 100 рублей. В галерее установлен памятник Пушкину. Такой же памятник я увидел в Пушкинском сквере, расположенном тут же рядом с галереей. Но, наверное, главной фишкой этого места являются 3 теренкура вокруг горы Железной, с посещением смотровой площадки на вершине горы. К сожалению, у меня не было возможности пройтись хотя бы по одному теренкуру, поэтому и возникло желание приехать сюда вновь, чтобы все изучить не спеша. Также вам понравится каскадная лестница, расположенная рядом со Смирновским бюветом. Верхняя ее часть построена еще в 1936 году. После реконструкции 2019 года длина лестницы стала 900 метров вместо 200 метров. Она состоит из 700 ступеней. На всей ее протяженности вдоль лестницы высажены туи, установлены фонтаны, стилизованные под старину. Лестница приведет вас к другой достопримечательности курорта – курортному озеру, на территории которого вы найдете элементарную площадь, остров Гулливера, скульптуры, девушка на велосипеде и рыбака. И чуть не забыл, рядом с Лермонтовским сквером осмотрите дворец Эмира Бухарского. Это прекрасный шедевр восточной архитектуры, дворцовый ансамбль начала 20 века. К сожалению, на момент посещения дворец находился на реконструкции. А теперь перенесемся в парк Станислава Говорухина, а после расскажу вам по стоимости съема жилья в Железноводске, так что не выключайте видео. Данный парк появился относительно недавно, около 40 лет назад. Находится он в западной части города, вблизи от пересечения улицы Карла Маркса и улицы Проскурина, на берегу небольшого озера. Разумеется, ни по своим размерам, ни по известности парк не может конкурировать с курортным парком. И все же, как говорят местные жители, он вызывает у посетителей теплые чувства. Сюда приходят просто посидеть и отдохнуть, глядя на красивый пейзаж. Говорят, что купаться в местном озере категорически не рекомендуется. Выглядит оно хоть и неплохо, но на дне могут оказаться самые неожиданные предметы. Сейчас, как вы можете видеть, оно вообще замерзло. В июне 2018 года умер режиссер Станислав Говорухин. В свое время ему было присвоено звание почетного гражданина Железноводска, поскольку он внес немалый вклад в развитие этого города. По его инициативе, в частности, была проведена реставрация знаменитой Пушкинской галереи. В память об этом власти города приняли решение о присвоении парку имени режиссера. Да, стоит сказать, что Говорухин снял немало интересных фильмов и внес большой вклад в киноиндустрию нашей страны. Он снял такие фильмы, как «Пассажирка», «Вертикаль» и мои любимые, такие как «Ворошиловский стрелок», «Место встречи изменить нельзя» и «10 негритят», о чем свидетельствуют плакаты, установленные на дорожках парка. Для меня было сюрпризом, что, оказывается, Говорухин снял фильм про Робинзона Круза с Куравлевым. Конечно, парк заиграет другими красками летом, а сейчас здесь скучновато. Итак, по жилью смотрел варианты на февраль. Если рассматривать гостиницы, то цена за сутки скочит от 3600 до 8600 рублей. Это отели от 2 до 4 звезд. Квартиры выйдут подешевле, можно найти и за 1200 рублей. Затем цена плавно растет вверх. Уважаемые зрители, спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. Поставьте лайк и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео о Ставропольском крае и о Черноморском побережье. Также можете глянуть видео о достопримечательностях Адыгеи, о Хаджокской теснине и водопадах Руфагба. Всем удачи и пока!